Всем привет из моей мастерской, меня зовут Мила, и это мой швейный влог номер 2. Покажу вам, что у меня здесь лежит, а у меня здесь разложена ткань на полу. Я готовлюсь раскроить костюм для сына. Костюм из флиса. Вчера убрала вечером мастерскую, все помыла, привела в порядок после костюма из футера петля и приступаю к пошиву нового. Ткань сын сам покупал на Валбересе. Сейчас я вам покажу поближе. Разворачиваю камеру в другую сторону. И вот, посмотрите, вот такая ткань, тоже серый цвет. Молодежь просто, видимо, с ума сходит от черного и серого. Ткань более светлая, нежели вот костюм, который я шила, она такая темная, что не очень, конечно, при шитье. Я люблю шить ткани посветлее. Но обычный флис не так сыпется, конечно, вообще практически не сыпется, его даже можно не обметывать. И плотность у него не очень большая, это где-то 230, наверное, 220, я уже точно не помню, на 1 квадратный метр. Разложила выкройку, как обычно остается ткань, правда, мне еще нужно здесь выкроить воротник, карманы на брюки и под борта на кофту. Кофта будет с молнией, но будет с молнией по всей длине. Воротник тоже будет стойка. Выкройка у меня была, это та выкройка, по которой я шила костюм для его знакомого в другой город. То есть, можно сказать, выкройка нарисована от руки. Просто обвела костюм. Сын, когда приезжал, конечно же, примерил и сказал, вот мне вот прям вот такой же. Ну ладно, мне еще проще. Приступаю к раскрою. Сейчас быстренько выкрою детальки, заправлю машины свои швейные и начну шить. Дубленка пока стоит, пока нет вдохновения, пока дома чисто, не хочется этот мешок даже разворачивать. Поэтому сошью костюм для сына. Дела продвигаются, но я хотела вам показать не это. Посмотрите, какая красота за окном. У нас настоящая зимняя сказка, метель. Практически ничего не видно. Идет снежок, красота. Единственный минус, конечно, то, что пасмурно, но с утра было солнце. Приступила я к пошиву костюма и начала это делать с брюк. Покажу вам кармашки, я уже сделала. Вот так кармашки выглядят с лица. Вот так изнутри. Здесь я проложила строчку закрепляющую на припуске, чтобы карман не выворачивался. И вот так вот карман выглядит с изнанки. Обметываю на новом промышленном оверлоке, потихоньку привыкаю. Вот так выглядит строчка с лица и вот так строчка с изнанки. Также я здесь проложила обычную прямую строчку на швейной машине, потому что мне показалось, для кармана нужно более что-то прочное, нежели обметка, которая будет сильно растягиваться. Сейчас буду стачивать боковые швы. И, кстати, я закрепила карман здесь и здесь. Стачивать буду боковые швы, соединять переднюю и заднюю половинку брюк на оверлоке, и далее буду делать закрепки обязательно на кармашках здесь и здесь. Сметывать боковые швы я не буду, просто скалю булавочками и сразу же стачаю их на оверлоке. Боковые швы стачала прямо на оверлоке, решила не прокладывать строчку, но немного протестировала, проложила строчку на кусочки ткани и пыталась ее тянуть во все стороны, рвать, и она не рвется. Конечно, у меня тут все потянулось, но это был, так сказать, тест. Почему-то я не доверяю оверлокам, но все отлично, решила оставить. И покажу вам, сделала закрепку, вот так смотрится с изнанки на кармашке и вот так с лица. Здесь закрепочка и здесь. Притачается пояс, и закрепка будет на правильном месте. Далее мне нужно стачать внутренние срезы. Тоже так же я проложу строчку на оверлоке, швы заутюжу на переднюю половинку и потом стачаю вот этот средний шов сиденья. И мне останется низ. Вообще шить брюки просто. Я его обметаю, прострочу, вставлю резинку и сверху пояс. При утюжке ткани с ворса и флиса в том числе я использую за место проутюжельника махровое полотенце. Это у меня такой проутюжельник, чтобы ворс не примялся, чтобы не оставалось лаз на ткани, я обязательно использую махровое полотенце. Также у меня есть насадка на утюге, вот так она выглядит, тоже чтобы не оставлять лаз. Если я утюжу изделие свое, мне нужно поутюжить его с лица, то я не утюжу вот так. Я делаю вот так. Я укладываю полотенчика,
укладываю изделие. Сверху я опять укладываю полотенце и уже потом утюжу. Кто-то утюжит на поролоне, кто-то использует специальный коврик, а у меня вот такое полотенчико. Использую его давно, тоже стираю вместе с чехлом гладильной доски. Работаю над брючками и хочу поделиться с вами, на каком этапе я сейчас нахожусь. Итак, я занимаюсь сейчас поясом. Пояс я стачала в кольцо, оставив с изнанки отверстие для вдевания резинки. Перегиб пояса я сметала для того, чтобы он у меня не расходился. Утюжу я через махровый проутюжильник. Естественно, утюжится не сильно. И потом можно этот перегиб потерять. Так что я его зафиксировала сметкой. Низ пояса, который будет к телу с изнанки, я обметала. В этот раз я решила делать не так, как я делала пояс на брюках из футера, потому что была очень большая толщина, и мне пришлось подшивать пояс, зафиксировать к брюкам вручную. Сейчас я проложу строчку по верху пояса. Лишние вот эти припуски срежу. Сделаю перегиб вот так и отстрочу уже с лицевой стороны вот сюда в шов притачивания пояса. Так, по низу брючек я тоже немножечко поработала, обметала низ и зафиксировала припуск сметкой. Начертила меловую линию для отстрочки, чтобы вдеть резинку, оставив вот отверстие под нее. После того, как я вставлю резинку, это отверстие я застрочу. Притачала пояс, покажу вам, как он выглядит с лица и как выглядит с изнанки. Припуски лишние срезала внутри, благодаря чему здесь вот не так плотно, как на предыдущих брюках, которые я шила из футера. Ну, вообще эта ткань, конечно же, помягче. Отметила я отстрочку. Сейчас мне нужно вставить вот сюда резиночку. Я уже ее приготовила. Потом я это отверстие зашью потайными стежочками и отстрочу. Брючки будут полностью готовы, потому что я уже закончила с низом, вставила резиночку и отверстие я застрочила на обоих брючках. Брючки полностью готовы. Вот так они выглядят с изнанки. Еще не отпаривала. Хочу немножечко поотпаривать отпаривателем. И сейчас выверну на лицо. Покажу, как брючки смотрятся с лица. И вот так брючки смотрятся у нас с лица. Очень мягкие, уютные получились. Немножечко пробегусь отпаривателем. И будет полностью все готово. А дальше я перехожу к пошиву кофточки. Приступаю к пошиву кофты. Все детали у меня готовы, часть которых я продублировала. Расскажу почему. У нас будет идти здесь разъемная металлическая молния. Молния тяжелая, ткань не очень плотная. И чтобы молния у нас не провисала, передняя половинка у нас не деформировалась, я решила продублировать детали под борта. Также один из воротников и вот именно то место, где будет пришиваться молния на передней половинке. И также верхний воротник. Продублировала я вот таким дублерином стрейчевым. Он такой полупрозрачный. Вот видите, просвечивает моя рука. И он у меня идет стрейчевый. Для того, чтобы ткань не стала как бы прям колом в этом месте, не стояла, а все-таки оставалась эластичной. Попробовала на небольшом кусочке, как поведет себя дублерин. Ткань остается растяжимой, но в то же время она зафиксированная. Итак, приступаю к пошиву. Первое, что я сделаю, это стачаю плечевые срезы на передней и задней половинке. И потом буду втачивать один из воротников. Верхний воротник втачала в горловину, припуски заутюжила на спинку. В месте притачивания молнии сделала надсечку и припуски разутюжила с обоих сторон. Под борта обметала с внешнего края. Ниточки все спрятала, связала узелочки. И теперь нужно пришить воротник в подборта, внутренний воротник. Но прежде чем его пришить, я сделаю вот здесь вот осноровку небольшую и подрежу его примерно на 0,3 миллиметра. Это я делаю для того, чтобы внутренний воротник был чуть меньше. Еще мне хотелось сказать, почему я проклеила внутренний воротник, а не внешний воротник. Вообще оба воротника у меня были одинаковые и было без разницы. Но когда к материалу, который вот такой ворсный, который пушистый, приклеиваешь дублерин, он все равно деформируется. И он становится такой немножечко прилизанный, я бы сказала. Поэтому я приняла решение, что этот воротник будет у меня внутри. Немного подрезала я здесь по низу, и теперь мне нужно втачать внутренний воротник, притачать к подбортам с одной стороны и то же самое с другой стороны.
соблюдая все надсечки, чтобы у меня вот этот край подбортов проходил ровно по плечевому шву. Притачала внутренний воротник под бортам. Тоже так же, где будет у меня втачиваться молния, я разутюжила. Здесь сделала надсечку, припуски заутюжила вниз. Теперь моя задача стачать оба воротника по верхнему срезу. Припуски сначала разутюживаю, потом заутюживаю вниз в сторону подбортов. И внутренний припуск, который у нас внутри, я срезаю близко к строчке. Припуск отстрачиваю для того, чтобы закрепить его. Строчку прокладываю со стороны внутреннего воротника. Аккуратно все поутюжила, не растягивая воротник, а вот так на подушечке немножечко его сформировала, чтобы верх был не растянутый. Далее сравниваю обе стороны, чтобы воротничок вот здесь у меня аккуратненько сошелся, чтобы было все одинаковое. И к одной из сторон притачиваю молнию, не доходя до края, на ширину подгиба низа. Сейчас мне нужно закрыть молнию и отметить место притачивания молнии с другой стороны, совмещая вот эти швы втачивания воротника и совмещая снизу. Молнию втачала, застегнула для того, чтобы проверить совмещение вот этих строчек на воротнике, начала воротника и низа. Далее я соединю подборт с изделием. Поворачиваю на изнаночку, совмещаю вот эти вот швы, измеряю. У меня должен быть подборт короче. Я его стачаю, и у меня должно все ровненько лечь. Строчка здесь примерно на ширину оверлока. То есть я отворачиваю на лицевую сторону и прокладываю вот здесь строчку. И у меня получится вот так с изнанки. Далее я просто пристрочу подборт, вывернув его наизнанку, с изнаночной стороны в шов притачивания молнии. Подборта притачала снизу, сделала вот здесь насечку, в месте притачивания молнии швы разутюжила, а остальные припуски направила вверх изделия. Далее мне нужно притачать подборт к шву притачивания молнии. Сейчас я заколю булавочками, совмещая все швы, и притачаю с двух сторон. После притачивания подбортов обязательно застегиваю молнию, проверяю совместимость снизу и совместимость воротника сверху. Далее можно вывернуть и сделать надсечки в углах, если все аккуратненько, вверху и внизу. Делаем надсечки, чтобы убрать лишнюю толщину с одной стороны и с другой. И то же самое делаем снизу. Следующим этапом мне нужно соединить подборта внутренний воротник к изделию. Это я сделаю одной строчкой от надсечек, которые я делала, когда притачивала молнию. Я совмещаю надсечки по воротнику на спинке, совмещаю плечевые швы с началом обтачки и здесь до надсечек и прокладываю единую строчку на оверлоке. Чтобы легче было проложить строчку на оверлоке, так как здесь много слоев и большая толщина, я проложила строчку сначала на швейной машине, соединяя все это вместе. И теперь только проложу строчку на оверлоке. Так, мне кажется, будет удобнее сделать и аккуратнее получится. Проложила я строчку на оверлоке. Вот так аккуратно, красиво получилось. Все обметано, все ровненько. И теперь я перехожу к рукавам. В открытую пройму я одной строчкой втачаю на оверлоке рукав, совмещаю надсечку с плечевым швом. Заколю булавочками один рукав, второй и втачаю. Рукава втачала, припуски заутюжила на изделие, то есть со стороны полочки на полочку, со стороны спинки на спинку. Далее мне нужно одной единой строчкой соединить срезы рукава и срезы изделия, чтобы вот в этом месте
мои швы не сместились при стачивании на оверлоке, я их сначала заколю булавочкой, совмещаю и зафиксирую небольшой строчкой на машине, на обычной швейной машине. То есть я вот здесь зафиксирую, они у меня при сметывании оверлоком, при стачивании никуда не совместятся. С одной стороны и с другой. Сейчас прострочу вот здесь и заколю булавками, дам строчку на оверлоке. Стачала боковые швы одной строчкой вместе с рукавом, припуски заутюжила на спинку. Далее мне нужно обметать низ. Я буду это делать так. Выворачиваю под борта и от надсечки вместе с припуском под борта я обметаю низ отсюда и до следующей надсечки. Далее я отмечу ширину низа мелом и заколю припуск, который мне нужно будет прострочить двойной иглой. Подготовила кофту к отстрочке, приметала припуск по низу, выметала молнию и утюжить ничего не стала, чтобы от сметки не остались отпечатки, так как ткань у меня имеет ворс. Что я сейчас буду делать? Первое, я проложу отстрочку вот отсюда и до низа на ширину лапки. Далее я отстрочу вот этот вот припуск, начиная вот отсюда и заканчивая здесь, чтобы он у меня не выворачивался. Строчить я буду только по спинке. И потом от этой строчки, где я отстрочу молнию, я планирую проложить строчку двойной иглой по припуску. И только потом все отутюжу. И, кстати, я уже подшила вот эти подборта здесь припуску по плечам, чтобы когда я прокладывала вот эту строчку, закрепляющую припуск, он у меня никуда не уехал. И останется мне только пристрочить манжеты. Как я уже говорила, манжеты я буду делать из основной ткани. И моя кофта будет полностью готова. Сделала все отстрочки, покажу вам, как это смотрится. Отстрочка по низу двойной иглой, с лица и с изнанки. Молния с лица и с изнанки. И отстрочка по воротнику, по спинке. И теперь мне остается пришить манжеты. Для того, чтобы выкроить манжет, мне нужно рассчитать коэффициент растяжимости ткани. Для каждой ткани он свой. И для этого я измеряю обхват рукава. У меня получается 32 сантиметра. Буду писать маркером, чтобы было видно. 32 сантиметра. Далее я беру кусочек ткани и отмечаю на нем 10 сантиметров. Прикладываю. Вот здесь у меня 10, чтобы было удобнее, сделаю от 10. И начинаю его растягивать так, чтобы он не деформировался. То есть не тяну его вот так, чтобы ткань не деформировалась. У меня получается 13 сантиметров. 13. Теперь рассчитываем. 10 делим на 13. У меня получается 0,76. Округляю до 0,7. Теперь беру вот этот обхват рукава. 32 сантиметра умножаю на 0,7. Получается 22,4 сантиметра. То есть длина моего манжета будет 22,4 сантиметра плюс прибавки. У меня это будет 1,5 сантиметра. Итого у нас получается 23,9 сантиметра. Округляю, получается 24. То есть длина моего манжета будет 24. И здесь ширина у меня получается в готовом виде 3 и плюс 1,5. Это получается 7,5. Вот таких два кусочка мне нужно выкроить. 24 на 7,5. Стачиваю манжет в кольцо. Вместе сгиба срезаю припуск на уголочке, чтобы при складывании не было толщины. С одной стороны срезаю припуск близко к строчке. Рукав делю на равные 4 части. Складываю его вот так. Потом вот так. И то же самое делаю с манжетом. Далее совмещаю вот эти линии, которые я отметила. И немного растягиваю манжет. Равномерно распределяю по рукаву. И можно будет пройти на оверлоке. Но для удобства сначала можно сделать строчку на обычной прямострочной машине, чтобы он никуда не уехал, так как ткань все-таки плотная. Такая толстенькая, плюс еще рукав, сразу под оверлок может быть проблематично, потому что у меня узкий манжет, поэтому сначала я, скорее всего, проложу строчку на машине, а дальше уже просто обметаю оверлок. Костюм для сына полностью готов, брючки я уже вам показала, и сейчас покажу вам кофту, как выглядит изделие с изнанки. Вот так выглядит кофта с лица, с лицевой стороны. Приготовила валик, собрать весь ворс и хочу еще отпарить отпаривателем
чтобы кофточка была красивая, отпаренная, отутюженная. Надеюсь, сыну понравится. Такой костюмчик у меня получился. Скажу вам себестоимость этого костюма, и вам будет смешно. Сын купил флис по скидке, плюс 180 рублей молния. Костюм вышел 1180 рублей. Мне кажется, это просто отлично для такого теплого, уютного костюмчика. Еще раз напомню, что костюм я шила, можно сказать, без выкройки. Просто обвела костюм знакомого моего сына. Сын померил костюм потом, и он ему подошел, выкройку я оставила. И, кстати, он тогда привез две кофты. Одну с капюшоном, а одну вот такую со стоечкой воротником. Я сделала обе выкройки, и поэтому для сына сшила вот такой вот фасончик. Жду, когда он приедет. Не знаю, когда это будет, потому что впереди Новый год. У сына очень много работы. Он делает людям зубы. Все хотят в Новый год с новыми зубами. Поэтому, скорее всего, увидимся уже в следующем году. Ну, а я вам желаю всем хорошего дня, отличного настроения. Пусть у вас все получится. Шейте с удовольствием и любите свою работу. Всем пока-пока!